Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами уделим внимание кровати и поговорим о том, что никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя класть на кровать, иначе пройдете через 7 кругов ада. И это, друзья, не шутки. Обязательно просмотрите это видео до конца и постарайтесь больше этого не делать. Кровать с давних времен считается уникальным местом, где человек отдыхает и набирается сил. И вы знаете, когда-то кровати уделялось большое внимание. Вы знаете, что все, что нас окружает, наделено своей определенной энергетикой, как положительной, так и отрицательной. Поэтому наши предки со всей серьезностью подходили к вещам, зная, что можно, а что нельзя класть на кровать. Если к этому относиться пренебрежительно, то не удивляйтесь тому, что в вашей жизни присутствует безденежье, болезни, мелкие и крупные неприятности. Начинают по поводу и без повода возникать проблемы, которые порой бывает очень трудно разрешить. А все потому, что люди относятся к своей кровати просто как к мебели, зная, а может и не зная, что кровать своего рода оберег, символ домашнего очага и отождествляет собой счастье в семье, гармонию, взаимопонимание. Какие же вещи категорически нельзя класть на кровать, чтобы не привлечь на свою семью проблемы и беды? Мягкие игрушки, вы будете удивлены, да, но мягкие игрушки входят в этот список. Казалось бы, что может быть в них плохого, но они все без исключения обладают собственной энергетикой. Чтобы эти игрушки несли только положительную энергетику, за ними нужно тщательно ухаживать, периодически чистить, если есть возможность мыть под проточной водой, держать их под воздействием собственных лучей. Очень часто дети со своими мишками, зайками выходят гулять на улицу. Игрушка передается из рук в руки, часто попадая и в руки взрослых людей. И можно только догадываться, какой энергетикой данная игрушка обзаводится во время прогулки, с какой целью кто-то на улице взял ее в руки, и возможно, что уже вместе с ней порция сильного негатива и попала в ваш дом. Еще хуже, что гуляя с ребенком, вы нашли плюшевого мишку и принесли его в дом, не зная о том, что, возможно, его оставили специально на детской площадке. Иногда случается такое, что, чтобы улучшить свою жизнь, все неприятности, беды, проблемы переводятся на игрушки. И вот кто возьмет это и получит эти неприятности? Когда-то наши предки говорили: не мы на это место положили, не нам с этого места это и брать. Потому что, чтобы с вами не происходили страшные, неприятные вещи, не кладите на свою кровать мягкие игрушки, чтобы потом не думать, почему у вас болит голова, бессонница и даже нелады на работе. Искусственные цветы в доме обладают способностью приносить вред живущим в доме, становясь причиной ссор и болезней. Такие цветы не излучают энергию, а поглощают, поэтому и ощущается упадок сил у домочадцев. В доме присутствует энергетика печали, и такие цветы нельзя держать в доме, а тем более класть на кровать, так как вместо положительных энергий займут только отрицательные, а вместе с ними появится и множество нежелательных проблем. Далее зеркало. Вы знаете, что зеркало обладает способностью накапливать и хранить информацию. И вся эта информация, положительная или негативная, сохраняется в зеркальной памяти. А со временем оно отдает то, что накопило, приумножая его во много раз. Зеркало – это своего рода вампир. Через зеркало осуществляется связь с потусторонним миром. Когда человек смотрится в зеркало, то оно забирает часть его энергии. И большое значение имеет то, какое настроение у данного человека в этот момент, какие переживания, здоров ли человек, так как зеркало умеет запоминать его состояние. И чем больше времени проводится перед зеркалом, тем больше энергии
оно отбирает на протяжении какого-либо определенного времени. Поэтому в спальне зеркало нужно располагать так, чтобы кровать в нем не отражалась. Иначе спать будет плохо, а кошмары замучают. А утром вы будете чувствовать себя просто неважно. Если есть проблемы в браке, то зеркало по-своему вмешается в ваши отношения. Если у вас проблемы в отношениях, то зеркало будет впитывать в себя энергетику ссор, споров и будет способствовать тому, что вы еще больше будете отдаляться друг от друга. Поэтому лучше его вовсе не иметь в спальне. И тогда хороший отдых вам обеспечен. Да и проблем, вы знаете, будет намного меньше. Но многие по незнанию кладут зеркало на кровать. Пусть даже небольших размеров, но проблемы от такого действия будут большими. Отдав негатив кровати, наполнив ее им, а вы потом ляжете в нее и все это подберете на себя, притянув в свою жизнь болезни, неудачи, конфликты, разногласия в семью, которые могут привести даже к разводу. Не кладите на кровати швейные подушечки с воткнутыми в нее иголками и булавками. Если вы собрались что-то пошить, сделайте это за столом, сидя на стуле. У иголки за счет ее острия и из-за того, что она из железа, сильное энергетическое поле. У ушка иглы создаются потоки сильных энергий, которые запускаются в беспрерывное движение, накапливаясь на кончике иглы, и именно с него направляются и поглощается окружающими энергия, которая может быть как положительной, так и негативной. Булавки обладают аналогичной энергетической силой. Попав на кровать, они очень быстро наполнят вашу жизнь ссорами, сплетнями, конфликтами, внесут в вашу жизнь сумятицу. Если класть эти предметы на кровать, где спят супруги, то это действие может испортить отношения даже между людьми, которые практически не ссорятся, не ругаются, очень дружны и любят друг друга. Между ними возникнет недопонимание, раздражительность, подозрительность и нетерпимость друг к другу. Ножницам также не место на вашей кровати, так как этот предмет предвещает изменения в отношениях и долгие разлуки. Иголки, булавки, ножницы хранятся в доме в определенном месте, вдали от чужих глаз. Это все потому, что недоброжелательный человек злым взглядом может наделить ваши предметы негативом, который потом передастся вам, притянув в вашу жизнь одни неприятности. Лекарства ни в коем случае не стоит держать даже рядом с кроватью, не то что на ней. Их стоит держать подальше от нее и не нарушать это правило, чтобы потом не пришлось сильно пожалеть, так как лекарства несут в себе энергию болезни. Если они находятся рядом, вам трудно будет выздороветь. А если на такую постель уляжется здоровый человек, то он непременно заболеет. Одежда – это своеобразный оберег, который защищает человека, собирает на себя любое негативное воздействие, так как в обыденной жизни вы бываете в разных местах с хорошей или плохой аурой. Вы встречаетесь с разными людьми. Это могут быть не только добрые люди с положительной энергетикой, но и завистливые, недоброжелательные люди, которые, глядя на вас, позавидовали, например, вашей красивой одежде, вашему внешнему виду, и вы попадаете в неприятные ситуации, будь то в транспорте, в магазине, на работе. Все эти негативные энергии уже впитала одежда. Придя домой, раздеваясь и переодеваясь, вы кладете одежду, в которой пришли с улицы, на кровать. Это категорически нельзя делать, а если это вошло в привычку и повторяется из раза в раз, то не удивляйтесь тому, что у вас начнутся проблемы во всех сферах вашей жизни. Будет недопонимание как со стороны начальства, коллег, так и среди родных людей. Наметится и ухудшение в финансовых вопросах. К тому же начнут одолевать бессонница, головные боли, появится нервозность, поэтому избегайте такого отношения к кровати, где вы спите и отдыхаете, дабы ваша одежда не оказывала негативного влияния на кровать, а затем во время сна уже и на вас. Купив обновку и принеся домой, не стоит ее класть на кровать. Есть народная примета, что это может оказать негативное влияние на ваше здоровье и принесет неприятности, начиная от незначительных до довольно-таки крупных.
Это объясняется тем, что кто-то примерял вашу обновку и не купил, но оставил на ней свою энергетику. Опять же, возникает вопрос, какую? Поэтому не стоит рисковать, не кладите новую вещь на кровать. К тому же, часто упаковывая вещь, применяются булавки. Одна из них может при распаковке потеряться, застрять в постели и причинить вам вред. При этом как физический, так и энергетический. Может быть и такое, что тот, кто ее в данную вещь при упаковке воткнул, имел в своей жизни проблемы, переживания, а вы их просто-навсего все себе заберете. Не стоит класть на кровати головные уборы. На них аналогично, как и на одежде, может осесть негативная энергия, которую вы принесли с улицы, с работы, транспорта. Особенно это касается шерстяных и меховых изделий. Они очень хорошо способны впитывать негатив, лежа на кровати, будут ее подпитывать ним. А вы подберете его на себя, когда будете спать. Это разрушит ваше энергетическое поле и сделает вас подвластными любому злу извне. А если завистливый человек потрогает ваш головной убор, а вы его разместите на спальном месте, то во время сна он сможет отобрать у вас все то, чему завидует, отдав вам взамен ту пустоту, которая его тревожит и не дает ему спокойно жить. Сейчас очень многие берут с собой в кровать телефоны, ноутбуки, планшеты. Они подолгу находятся на кровати, не задумываясь над тем, что это очень сильные носители различных энергий, так как в них содержится не только недоброжелательная информация, но и негативная, порой страшная и разрушительная. Энергия этих вещей способна внести в жизнь человека разрушительные изменения, безвозвратные. Могут быть психические расстройства, проблемы с суставами, сильные головные боли, страхи, апатия, затяжная депрессия. Избавиться от этого будет совсем непросто. Также запрещается класть на кровати подушку, подарки от людей, которые ушли из жизни. Для них должно быть отведено определенное место. Если в семье случилось несчастье и кто-то погиб, то фотографиям, подаркам, ценным вещам этого человека тоже не место на кровати. Эти вещи несут в себе энергетику потерь, печали, слез. И если не придерживаться этих советов, то можно привлечь в свою жизнь серьезные проблемы со здоровьем и перекрыть доступ к светлым энергиям. И они просто-навсего перестанут к вам поступать. А ваше энергетическое поле ослабнет, а это ничего хорошего не принесет и ни к чему хорошему не приведет. Поэтому очень важно, чтобы вы придерживались этих советов, этих народных примет, бережно относились к тому месту, где вы отдыхаете. Также не забывайте почаще зажигать в спальне ароматические свечи, ведь вы знаете, что огонь способен убирать любой негатив. Не забывайте проветривать спальню, впуская свежий воздух. Вы тем самым наполните ее только положительными энергиями, а сон будет спокойным и крепким. Прежде чем лечь, всегда проговаривайте на сон грядущий такие слова: «Вселенная, прошу тебя, мою голову от мыслей тяжелых освободи. Пусть сон мой будет крепким, а пробуждение счастливым». Это будет помогать вам видеть во время сна яркие сны, хорошо отдыхать, а утром вы будете ощущать бодрость и приподнятое настроение, ведь с таким настроем, как говорится, можно покорять любые вершины и добиваться успеха в любых делах и в начинаниях. Также, девочки и мальчики, обращайте внимание, чтобы у вас под кроватью всегда было чисто. Если вы убираете в своей спальне, в квартире, обязательно уделяйте внимание под кроватью, потому что когда вы спите, вы находитесь в этот момент в расслабленном состоянии, и вы открыты в этот момент энергетически. А если у вас под кроватью пыль, грязь, то на энергетическом уровне у вас под кроватью и в вашей голове просто происходит хаос. Поэтому, чтобы такого не было, уделяйте внимание. И второй момент, на который люди, к сожалению, не обращают внимания. Девочки и мальчики, очень важно, чтобы вы из-под кровати убрали
банки, если они у вас есть, коробки со всяким хламом, все то, что вы считаете вам ненужным, да, многие говорят, ну я же в квартире живу, где мне это все складывать? Во-первых, если вы это складываете, значит это уже хлам, это старье, это то, что вам точно не нужно. Возьмите, разберитесь, потому что, опять же, застоявшаяся энергия, она тянет определенные потоки вибраций в вашу жизнь. И не всегда, поверьте, они хорошие. А когда у вас происходит под кроватью циркуляция, вы спите в прекрасной постели, вы спите с постельным бельем чистым, оно должно быть светлое, и тогда и ваши вибрации, и вибрации там места, где вы отдыхаете, они будут только все это, друзья, приумножать. Поэтому, девочки и мальчики, старайтесь использовать эти знания. С вами, как всегда, был канал, друзья, Эзотерика для тебя. Ставьте лайк этому видео. Кто спрашивал, как можно оказать нам помощь, поддержку нашей команде, нашему каналу, вы можете отправить нам донат. Ссылка в описании есть к этому видео, такие называется благодарность. Вы можете выразить по ссылке. Переходите, друзья, любая сумма нам будет очень приятна. Мы вам будем очень-очень благодарны. Помните, что Вселенная всегда все возвращает как минимум в двойном размере. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.